Доброе утречко, мои друзья. Стартую в свой 14-й день путешествия. Сегодня у нас, можно сказать, полуюбилей. Сегодня 14-й день. Вот, ровно 2 недели с того момента, как я стартовал в Ремиче в рамках моего проекта «От границы до столицы». На байдарке от границы Украины с Россией по 2 рекам Судость и Десна длиной 620 километров. И сегодня у меня должна быть половина, и она будет. Я буду через ориентировочно 2 часа должен быть, давайте так скажу, в городе Чернигове, где закажу доставку товаров из сельпо немножко подкупить и пойду дальше на стояночку. Но сегодня у нас с вами 2 недели. Поехали. Пока стояночка. Ты меня вчера спасла от злого ветра, за что тебе очень благодарен. Хорошая, ребята, была стоянка, если бы не было такой загаженной и закаканной. Вот, и так очень уютно, нормальная, лес кругом. Но люди есть люди. И сделали это ребята, 100% местные рыбаки, которые приезжают тут. Там же я нашел один бульбулятор, то есть наркоманы новоявленные. Вот. Ну, что делать? Такая наша жизнь. На часах 7 часов 10 минут утра. И, ребята, как я уже говорил, сегодня у нас в общем половина пути. Если я правильно посмотрел по карте, приблизительно, потому что точно тут определить по реке не получится, то даже немножко больше, чем половина пути уже пройдена. Немножко мне жаль, ребята. Жаль, честно. Впереди еще полпути. И я этому очень рад. Это были просто позади настолько классные, настолько чудесные 2 недели, наполненные красотой, байдаркой, рекой, лесом. Вот. Я реально, знаете, не люблю эти слова. Я счастлив, я в диком восторге. Но понятие счастья относительное. Вот у меня просто в душе что-то сдвинулось в сторону гармонии плюс. Я знаю, что это останется со мной, когда я приеду в Киев. Оно никуда не денется. И когда я буду заниматься насущными делами своими, мое путешествие останется со мной. Вот в чем вопрос. И это, это греет душу, ребята. Это просто классно. Ну, теперь по фактажу. А по фактажу что? По фактажу мы сейчас с вами примерно в 15 километрах от города Чернигова. И, ребята, встало солнце и поднимается опять встречный ветер вчерашний. Я так надеялся, что, видите, вон рябь уже пошла по реке. Обычно в это время река идеально гладкая, идеально спокойная. А тут я вчера был вынужден встать немножко раньше, потому что начал выбиваться из сил. Грести с 6:30 утра. Вот, считайте, 7 часов времени гребли, да плюс из них таких 4 участка конкретных, когда приходилось упираться примерно на 2/3 своей силы. То есть у меня еще оставались силы грести, но я решил не рисковать, когда я выбьюсь окончательно, знаете, из сил и встану вообще где попало. А увидел этот хороший лес и встал там, и я не пожалел. Ночь была прекрасная, я прекрасно отдохнул, очень хорошо спал, тихо, не было никаких дебилов рядом с музыкой. Все было просто замечательно, ребята, отлично. И теперь
Вот, нас ждет город Чернигов. Я постараюсь свои дела решить в Чернигове как можно скорее. Судя по отзывам, доставка Сельпо, а у них своя доставка. Мне не надо будет там ставить приложение Глова и так далее. У них своя доставка. И работает эта доставка, по слухам, достаточно четко. Привозят они в зависимости от заказа и на мопедах, и на машинах. Ну, я думаю, какой-то курьер или на велосипеде приедет, или на мопеде приедет. Вот. Я не буду много заказывать. Закажу риса, который у меня идет очень хорошо. Пару килограмм там сгущенки, конфет. Ну, такое, знаете. И творожка, йогурта полакомиться. У меня все есть даже с запасом. И я думаю, что я на этих своих запасах до Киева дойду абсолютно спокойно. Даже ничего не покупая по ходу. Но это я имею в виду не то, что там пол конфетки считать, а полноценно, нормально питаться, то есть все такое прочее. Немножко вот опять стих ветер, а голову уже сзади припекает. Вот думаю, знаете, где в Чернигове остановиться? То ли на пляже, там река делает. Но я попробую остановиться на пляже. Если они на пляж не привозят, то пойду в порт, типа Речпорт. Не знаю, может сразу пойду в Речпорт. Просто Речпорт дальше немножко. Вот, и туда удобнее подъезжать. На пляж там, хотя там тоже куча дорог, и туда тоже удобно подъезжать. То есть посмотрим по ситуации, как оно будет. На будущее, если все пройдет хорошо, то можно знать, что вот в Чернигове можно пополнить запасы продовольствия, если вы идете один, вот таким образом. Ну, на самом деле это очень удобно, не надо никого просить. Вот. Ну, специально имеется в виду, знаете. Да, ребята, все-таки классно. Несмотря на текущую палатку, ну, подклеил, кстати, все четко держится. Вот. 2 недели, которые позади, я не могу назвать их, ой, волшебные 2 недели, там, это были сказочные, оргазмические 2 недели. Не, ребята, это просто были кайфовые 2 недели. Это разные вещи, это были дзеновские 2 недели. Это были 2 недели удовольствия и наполнения души, сосуда души позитивом. Ничего лучше, чем человек, на самом деле, чем путешествовать, еще не придумал. По сети гуляет выборка там фраз, ну не фраз, как сказать, подборка, о чем люди жалеют после 70. Ну и там на первом месте мало общался с родными друзьями, на втором месте мало путешествовал, на третьем месте работал много на работе, считал ее основным. Ребята, заметьте, никто из старых людей не сказал, что он, счастлив был от того, что его похвалили на работе, дали какую-то грамоту или пригласили на корпоратив. Никто. Давайте будем честными. Все работают ради того, чтобы жрать. То есть работают, чтобы потреблять. Кормиться, кормить семью, себя. Никто, точнее нет, давайте не так. Очень мало людей работают в кайф, ради удовольствия. Вот у меня последние 8 лет, почему я очень активно занимался пейзажной видеографией коммерческой.
Это мне приносило кайф. Когда ты снимаешь офигенный закат, стоишь на это смотришь, да, это само по себе, ну просто вау. Потом из этого делаешь реально офигенную картинку и продаешь ее, это вау вдвойне, это просто класс. И вот эти 8 лет у меня были вот просто наполнены, знаете, таким состоянием. Я не ходил в это время особо в походы, но мне хватало путешествий, жизни на природе и так. Я и так жил на природе практически там месяцами и снимал. И это было здорово. Это считайте, что тоже другой вид туризма, только я за это еще получал деньги. Сейчас все изменилось. Тема, которую я снимал, стала не очень востребованной в связи с коронавирусом и вообще. Людей я снимать терпеть не могу, если честно. Меня это жутко раздражает. И заниматься нелюбимым делом, снимать, ну, извините, как я говорю, сисечки-писечки, ну, блин, меня тошнит на вторую секунду от этого. Ой, зайчик, посмотри, какая я красивая получилась. Да, солнышко, ты здесь секси лучшая. Фу. И вот этот бред слушать, улыбаться и находить общий язык с моделями, да гори оно синим пламенем 10 раз. Конечно, я снимал людей, безусловно. Иной вариант, конечно. Но опять, это все равно снимать людей. А людей я не хочу снимать. Поэтому, ребята, немножко сдвигаем вектор. Но вектор жизни сдвигаем так, чтобы была возможность путешествовать. И если мои путешествия будут вам интересны, это будет очень здорово. Расстояния изменялись повороты реки. И Чернигов становился все ближе и ближе. Но до него, ребята, немножко дольше, чем я себе представлял. Появилось немножко больше машин, на которых рыбаки привозят лодки. А так, знаете, сильной какой-то урбанизации я не вижу. По сути, ничем не отличается от того, что я шел раньше. Вот участок пару дней назад, где я как раз встретил байдарочников и подумал, что это алкогруппа. Вот там, да, там, конечно, вниз пару километров был просто ужас. Ну не ужас, а такое. Здесь же вполне нормальная река, красивая. Время 10:30, бензопила, начались звуки города. Справа от меня Чернигов, идет первый пляж, такой не очень обустроенный. Но нам с вами нужно идти по Десне дальше, до парка. Там, где к церкви, вот туда, не доходя моста. Это практически нужно пройти всю излучину, там, где Десна, и возле Чернигова имеется в виду Десна. Время 11 часов, и я прибыл наконец-то на центральный пляж Чернигова. Вот он передо мной. И приходит моя байдарка в город Чернигов. И теперь задача где-то найти еду. С сельпо не получилось пока.
У них на сегодня доставка стоит, кстати, 50 гривен, но доставка с 3 до 5. Меня это вообще не устраивает, поэтому я пойду в конец пляжа и попробую там. Есть магазин, я его помню, мне тут подсказали. И там от конца пляжа идти к нему достаточно недалеко. И попробую там докупить то, что я хотел. Если получится, договориться с кем-то, чтобы посмотрели за байдаркой. И там этот вопрос решить. Вот так. То есть, видите, смотрите, сколько людей, полно. Оборудован, все. Но тут надо с кем-то договариваться, оставлять байдарку. Вот так. Я медленно шел вдоль Черниговского пляжа. Шум, гам, дети, купающиеся. И думал, с кем же мне оставить байдарку, кого попросить. И тут я увидел катер спасательной службы. Я подошел к ним, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Ребята сказали, что им надо скоро отплывать, у них кончается смена. И посоветовали пойти мне в их стационарный пункт. Куда я и пошел. Вы путешественник? Да, я путешественник. И откуда вы путешествуете? Иду от границы с Россией, от Гремича. Ага. Да, И до Киева, да? до Киева. 620 километров по воде. Ну так счастливого. Да, спасибо большое. Удачи. До свидания. До свидания. Вот мост Черниговский, и за ней вижу спасалку. Сейчас подойду, попробую договориться. Серьезная такая тут станция. Пиратский флаг, все дела. И я тут. Рятувальная станция наверху написано. Доброго здоровичка. А скажите, ребята, кто живой тут есть? Да? Я говорю, вы не отсюда? Ну вот отсюда. Ага. Ну в смысле? Да, я вот иду от границы, чуть продукты закончилось. Хочу сбегать в магазин. Есть магазин. Да. Тут на спасательной станции стоят припаркованные плоты огромные. Не такие вот, как я видел, такие конкретные плоты. И я попросил у одного из них, у хозяина плота, поставить рядом байдарку. Вот. Дежурный, который в этот момент был, ну скажем так, раскричался, типа, втык, постороннее. Этот мужик молодец, говорит, этот ко мне приехал, что-то, говорит, начинать, человеку в магазин надо сходить. Так что, видите, люди разные. Ну, я иду, тем не менее, в магазин. Вот, меня единственное попросили за час управиться. Тут 10 минут, говорят, идти. В принципе, я тут был, когда на колесе катался. Я этот магазин приблизительно помню. Он находится у валов с правой стороны. Вот. Поэтому как идти плюс-минус я помню к магазину. В общем, вопрос как бы решился. Но, конечно, тот дежурный по станции, который сегодня тут находится, вот, и редкий мудак, давай скажем. Можно подумать, блин, ему моя байдарка помешала бы, чтобы я сбегал в магазин. Так что на будущее, если будете тут просить, имейте в виду, что может оказаться этот, типа, и вывел меня окольными путями. Ну, есть такие люди, что делать. Но самое главное, что моя байдарка присмотрена. Вот, что вопрос мне удалось решить. На будущее, конечно, лучше заказывать доставку сельпо, например. Ну, у меня просто интернета не было. Я бы заказал на завтра, например, с 9 до 11, да? И спокойно бы подъехал, курьер бы позвонил, я бы сказал, что я буду тогда-то. И все, я забрал бы возле реки, и вообще никаких проблем бы не знал. И вот с левой стороны есть продуктовый магазинчик. Вот мы сюда с вами и пойдем.
Накупил на 500 гривен всякого. Вот такой маленький клумачок, пару мороженых, все дела. Все практически есть. Ну, йогурт я тут побоялся покупать. Вот. Рис купил, сгущенку купил. Ну, все, что надо было, купил нормально, с запасом. Пару пирожков себе побаловать купил. Вот. Так что все отлично, все хорошо. Моя байдарка сейчас опять потяжелеет. Но я думаю, я сейчас отойду. Устрою себе торжественный обед вредный. Должен быть у человека вредный обед, который будет состоять из чая и вкусных кексиков. Перекус такой. Вот так. Ну что, ребят, идем к... У меня есть куча вкусняшек. Я самый счастливый байдарочник на Десне теперь. Спасибо ребятам с пиратским флагом. Вот. Сзади меня знаменитый Черниговский мост. И мы идем дальше. Точнее, ребята, мы сейчас причалим, скушаем мороженку где-то недалеко. И выйдем, наверное, в интернет. Выйдем в интернет и оставим сообщение. Посмотрим, что вообще произошло за время моего отсутствия там. И все такое прочее. Кстати, офигенный пломбир. Я уже один съел, ребята. У меня сегодня плюшка плюс, второй. А сейчас еще будут чай с пироженкой. Ням-ням. Ну, можно ж погулять. Время у нас 13 часов. Сделано все, что надо было сделать. Заменена карта памяти в GoPro последняя на 64 гига. И мы отправляемся дальше в сторону Шестовицы. Ветер встречный. Что интересно, ребята, с левой стороны от меня, вот после моста, видимо, грибная школа и куча, просто куча детей, наверное, человек 15 на, не знаю, как они называются, спортивные каяки или спортивные байдарки. То есть тренируются, тренер стоит, то есть, ну, еще живая эта тема, и это очень-очень приятно. Я хотел их снять, но они ушли от меня подальше. Я уже как бы, ну, против течения за ними не угонюсь. Ну, а двое парней явно со сборной, скорее всего. Ну, типа на своих, вот у них, знаете, узкие такие вот лодки. И они как стрела, как нож сквозь масло. Ну, я слышу, что кустика хорошая. Ржут, типа, о, давай у этого возьмем байдарку. Как говорит, рванем. Вот черти молодые. Ну, ничего. То такое дело. Каждому свое, как говорится. Вот. В молодости бегом мощные рекорды. А постарше уже спокойненько, как я. Ну, честно говоря, ребята, знаете, меня 15-летняя армейская жизнь полностью она у меня отбила все желание делать какие-то рекорды и тому подобное. Я там столько нарекордился и набегался и напрыгался, что мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Вот. Поэтому дзен, удовольствие. Ну, имеется в виду в каком плане. То есть, если там надо за ночь дойти отсюда до Киева, то ну его нафиг. А если, например, надо ночь грести, потому что надо, ну вот, блин, вот надо дойти. Да, я буду это делать. То есть, в этом как бы тонкая разница идеологическая есть. Поэтому вот так. Ну что, ребята, двигаем в сторону Шестовицы. Вы знаете, хоть и немножко жарковато, чуть-чуть, от солнца. Воздух чуть-чуть посвежее. Но я вот сейчас получаю такой кайф от гребли. Чистая вода, без ветра. Вот байдарка, вот знаете, такое впечатление, она как скользит все равно по воде. Блин, это так классно. Это так приятно. Я вот, знаете, за 2 дня, когда этот ветер был практически встречный, он меня задрал. То есть, понятное дело, что я бы греб дальше, никуда бы я не делся. Но удовольствие, ну честно, ну 0 вообще. Просто 0.
Ты просто тупо работаешь на тренажере, вот. Ты не смотришь по сторонам особо, не кайфуешь, вот просто борешься с ветром. Это, конечно, блин, достает. И вот сейчас такой момент, я выхожу из Чернигова, вот железнодорожный мост. Ха-ха, привет, мост. Ребята, а я ведь здесь, кажется, под этим мостом первый раз у нас был сброс. И мы шли на Киев тогда. А я еще помню, что мы в таймене в старые в бока вставляли пластиковые бутылки для большей плавучести. Да, что-то такое было. Тут тогда еще что-то с брезентухи они были сделаны. Эти старые таймени. Кости там были проволокой скручены. Ну, все как положено. Вот. Ага, не, это автомобильный мост, ребята, автомобильный. Да, автомобильный, и за ним, вот я вижу, будет железнодорожный. А вот под каким я сбрасывался тогда, я сейчас уже не помню. Но, скорее всего, это был автомобильный мост. Ну, не буду врать. Скорее всего, зрительная память уже, знаете, навряд ли что-то подскажет, потому что черти сколько лет прошло, я уже не помню. В общем, под каким-то из этих двух мостов у нас была точка сброса на воду. И мы не спеша тогда втроем шли на Киев. Вот так. А теперь я иду сам в соло-походе. Кайфую. Радуюсь жизни. Радуюсь. Да даже этому мосту радуюсь. Слушайте, ребята, может это какие-то пончики такие волшебные? Я вот поел, съел 2 мороженых, и мне хорошо теперь, а? Интересный эффект. Отошел от Чернигова примерно на час гребли. Ребята, вы знаете, девственная природа. Широченная река впереди. Абсолютно. Никого вообще нету. Даже рыбаки и те пропали. Интересно. Как-то до Чернигова река была более что ли населенной, не знаю. А тут реально идешь как в какой-то индейской в Америке реке. Только стадо бизонов далеко. Ну понятно. Коровы садут как-то за бизонов, я думаю. Вот. Грести сейчас хорошо стало. Тучки такие набегают. Время 14:30. Но я уже, ребята, устаю. То есть уже так. Весло становится все тяжелее и тяжелее. Вот от гребли. И не знаю, дойду ли я до шестовицы или все-таки сделаю какой-то промежуточный привал. Вот. Или тогда уже дневку делать не в шестовице, а уже где-то дальше. В общем, не будем загадывать, как пойдет. Тут с одной стороны вроде не очень далеко так, да? Вот. Ну а с другой стороны угребаться, знаете, в усмерть, как-то неохота. Посмотрю, такое местечко. Вроде так ничего. Но это правда, сюда будут все приезжать. Будем надеяться, что сегодня выходные. Рыбаки-то не страшно, пусть приезжают. А вот местные, если отдыхать приедут, это будет плохо. Сейчас выйдем, посмотрим. Погода стала совсем не к черту. Покрапывает дождик, где-то погромыхивает. Сейчас даже он идет такой мелкий. Вот видите, и все затянуто, что мне не нравится. Я надеюсь, что, конечно, как обычно, это все быстро пронесет. Но оно как раз совпало с временем, когда я устал и все такое прочее. Поэтому я разбил небольшой лагерь на этой полянке. Вот такой
байдарочка сзади. На ночь я еще резинками ее прикреплю к палатке. Место откровенно паршивое. То есть сюда рыбаки явно приезжают. Хотя, вот видите следы машин. Я думаю, что они тут лодки сбрасывают как вариант. Вот такой стол. Древний, уже рассохшийся, обнаружил. Ну, стол нам ни к чему на самом деле. Но он тут зачем-то стоит, гниет. Не дошел я до места, до которого хотел дойти. И этот фронт такой, он какой-то сплошной. Посмотрим. Ну, в любом случае, палатка стоит. То есть, если даже сильный дождь или дождь, мне уже не страшно. Я упакован, уложен. Газ у меня есть. То есть, на чем приготовить есть. Все хорошо. А рано или поздно он все равно закончится, этот дождь. Так что, ничего страшного в этом нету. Единственное, плохо, у меня заканчиваются все карточки. Больше карточек памяти у меня нет. Так что стоянка обязательно и до тех пор, пока солнца не будет. Ребят, сильный дождь, прячусь в палатку.